По просьбам трудящихся в 5 и 6 номерах сложность задач будет повыше. Поехали! При каких значениях параметра А область определения функции y содержит ровно 7 целых чисел? Возьмите паузу, напрягите извилины, ну а затем послушайте, что я вам скажу. Сейчас перед нами появится исходная функция. Давайте не будем тянуть кота за хвост, особенно моего, и запишем ограничение на А. Подкоренное выражение должно быть не отрицательным, это раз. Ну а во-вторых, ашечка была аргументом логарифма, так что случай равенства нас не устраивает. Сейчас перед нами появится заглавная буква D, которая не дискриминант, а domain, область определения функции. Во-первых, x должен быть больше нуля, во-вторых, будучи основанием логарифма, конечно, он не единица. И, наконец, вот это здоровенное подкоренное выражение должно быть не отрицательным. Именно это неравенство нас озадачит ближайшие 3 минуты. Подумайте, как его можно было бы преобразовать? Чтобы создать иллюзию прогресса, я переписал десятичные дроби в обыкновенные, но кроме того переписал сумму степеней x с помощью произведения. Вносим коэффициент x в степень аргумента логарифма. Кого-то такая запись может испугать, но точно не вас. X положителен, не единица, а значит работает основное логарифмическое тождество. Все это дело преобразуется в a в степени x. Если это понятно, то двигаемся дальше. Ну а если нет, кликайте паузу, думайте, потому что сейчас мы выносим x в 1/4 за скобки, а еще в последних двух выражениях выносим минус a в 1/4. Тем самым мы делаем семимильный шаг в сторону группировки, которая вполне себе удается уже следующей строчкой. Сами судите, слева произведение, справа 0. Ашечка у нас больше нуля, но больше ли она единицы, мы не знаем. Поэтому равносильный переход с учетом всех ограничений можно было бы сделать с помощью метода рационализации. Если вдруг вы не понимаете, о чем это я, то вновь кликайте паузу, посмотрите уроки Валерия Волкова на эту тему. Наша же тема сейчас другая. Нам надо понять, когда будет ровно 7 целых чисел в решении. Давайте это выясним, но прежде сделаем домножение на минус единицу. Это привнесет красоту и порядок, особенно если вы не забудете сменить знак неравенства. Дальнейшие рассуждения должны быть достаточно аккуратными. Смотрите на числовую прямую. Если а больше 8, то мы четко понимаем, где находятся нули левой части, в каком порядке они стоят. Знаки здесь и так очевидны, но если вы хотите подставить точки, то пожалуйста, справа берем а плюс 1, например, а между восьмеркой и ашечкой можно взять среднеарифметическое, не прогадаете. Заметьте, что на числовой прямой единичка не дает смену знака. Почему так? Да потому что это не нолик левой части неравенства. Это просто выколотая точка из области определения. Смотрите на вторую строчку системы и все поймете. Мы же сейчас выясним, какие а пойдут в ответ. По решению неравенства нам подходил отрезок от 8 до а. На мой взгляд, если ашечка будет в полуинтервале от 14 до 15, то все в порядке, у нас есть ровно 7 целочисленных решений. 8, 9, 10 и так далее до 14. А вот 15 и значения правей нам никак не годятся. Так что первый случай готов. Глубокий вдох, выдох и беремся за второй случай. Вот она числовая прямая. Сейчас ашечка находится от единицы до 8. Если а было бы ровно 8, про это тоже стоит отдельно подумать, то тогда было бы только одно целочисленное решение, x равен 8. Если это не совсем понятно, то подставьте а равно 8 в третью строчку системы. Ну а затем смотрим на случай, когда а в интервале от 1 до 8. Знаки справа налево будут плюс-минус, плюс-плюс. Если сомневаетесь, возьмите конкретные значения и убедитесь в этом. Далее посмотрите на числовую прямую, которую я для вас набросал. С ее помощью будет легче понять, почему только значения а из полуинтервала от 1 до 2 пойдут в ответ. При таких значениях параметра в области определения функции y поместится ровно 7 целых чисел. Ну а левее значения мы брать не будем, не тот случай. Наши ашечки должны быть в интервале от 1 до 8. И кое-что из этого интервала все-таки в ответ попадает. Далее любопытный случай. Что будет, если а ровно единичка? В таком случае первая скобочка обращается в 0. 0 на что-то меньше или равно нуля. Да это будет верно для всех положительных x неравных единице. Слишком много целых точек получится. А что по поводу последнего случая, когда а больше нуля, но меньше единицы? Давайте в виде исключения определим знак в первом промежутке. Берем число 100. 100 минус что-то от 0 до единицы, первая скобка, плюс 100 минус 8, тоже плюс. И, наконец, что-то от 0 до единицы минус 1, это минус. Итог минус, а дальше пошло-поехало. Нам годится промежуток от 0 до а также от 8 до плюс бесконечности. Но, ребят, чисел тут побольше 7 будет, правда? А значит, наш ответ это все а из полуинтервала от 1 до 2, а также из полуинтервала от 14 до 15. Все, кому эта задача оказалась по зубам, большие молодцы!